Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Таро прогноз. Октябрь 2025 в знаке судьбы. События октября. Чего ждать? Давайте с вами узнаем. У нас сегодня две колоды карты. Первая — это Чиро Маркетти, колода Ленорман. Мы на этой колоде достанем три карты, как три знака судьбы. Чему вам придется уделять больше, может быть, внимания или принимать важные решения. Вообще, октябрь месяц — это время естественного порядка. Время, когда нельзя теряться в мелочах и отпускать то, что вас тяготит, и концентрироваться на главном. Не нужно много усилий. Вот в октябре для вас, так планетарные транзиты приглашают вас как-то переосмыслить вашу жизнь. Или, может быть, вам и придется от чего-то отказаться. Нужно выбрать именно то, что заслуживает вашего внимания, энергии, талантов, сил. Ведь, по сути дела, на кону ваша миссия. Главное — не спешить и не стремиться, знаете, вот к совершенству или сделать что-то, очень хорошо, оставив только нужное, важное и испытать облегчение. Видимо, расчистка, что-то будет явно, если вы так проанализируете, как, может быть, и не увидите в чем-то смысла, или просто душа вам будет давать такую подсказку: оставь ты это уже не имеет никакого значения. Или ты туда еще до совершенства будешь что-то доводить, но это уже для прогресса, видимо, не имеет какой-то значимой силы. Поэтому вы люди сильные, вы люди настойчивые, вы умеете себя заставить, но тут вот не столько себя заставлять, мои дорогие, а будьте добрее к самим себе. Не подгоняйте себя, не пришпоривайте, пожалеете себя, правда? Итак, три знака. Первая карта, первый знак судьбы. Вторая карта, как второй знак, или в чем вы там будете, в какой сфере жизни принимать важные решения. Давайте дополним колодой Таро. Какие энергии идут в вашу жизнь? С чем это связано? Может быть, еще не знаем, что нам выпадет. Октябрь месяц. Что нового идет на ваш порог? А третья карта. В чем вы, возможно, поставили точку, а продолжение следует? Или в целом, что будет продолжаться? И по основным сферам жизни. Энергия любви и сфера отношений. Смотрим энергии. Сфера финансов, энергия денег. Это ваши достижения, третья карта. Или работа, у кого-то документы, у кого-то учеба. Одним словом, ваши планы тоже вот к этой третьей карте. Опять же, смотрим энергии. Итак, знак судьбы. Вот, мои дорогие девочки, это вы сами. А мои дорогие мужчины, это важная женщина в вашей жизни. Две карты персональные. Со всей колоды или Ленорман вам выпадает, что да, тут, скорее всего, с розой в руке нам девушка показана, поэтому сфера личной жизни отнюдь не на последнем каком-то порядке стоит. Может быть, это тема семьи для кого-то, да, может быть, связанная с родственниками, но больше все-таки нам тут про чувства говорят. И карта соответствует туз. Туз мечей, тем не менее, или туз пик. Но это какое-то решение, которое вы должны для себя самой, может быть, принять, или для себя самого. Пики — это интеллект. Или мечи, да, то, что соответствует. И иногда говорят: ой, надо же, вот одни мечи, даже в раскладах Таро. А к чему? Явно, когда мы что-то обдумываем, если мы начнем отталкиваться от эмоций, вряд ли мы какое-то рациональное решение примем. Вот я тут вижу вам какое-то рациональное решение, может быть, доведется принимать именно в личной жизни. Возможно, это такие, бывают сложные темы, когда мы и вроде обозначили свое личное пространство, и в то же время некоторые отношения нужно продолжать. С одной стороны, не в ущерб себе, но и вот этот огонь между двумя людьми, он тоже не должен погаснуть. Не все решается, может быть, с позиции материализма или меркантильности. Есть здесь, безусловно, может быть, и чувство, иначе бы розу нам Чиро Маркетти не изображал. Но, видимо, есть еще ряд вопросов,
которые все же нужно продумать холодной головой. Ну, как-то так. Ну, может быть, есть какое-то препятствие. Это как знак судьбы. И здесь, знаете, знак такой. Подумай, как будто дева, а у нас ничто не происходит в течение осени просто так. Тут, скорее всего, если есть какой-то вопрос, или вы встречаете человека, или какая-то тема вам возвращается, или это пусть даже вновь что-то происходит, связанное с людьми или с какими-то событиями, это имеет значение. То есть вам нужно учитывать, что либо с этим человеком у вас еще могут быть продолжены какие-то отношения или ряд вопросов, которые вы должны решить, или вот те события, которые вы слышите, видите, это относится к информации. Понятно, эту информацию нужно сориентироваться, стоит этому уделять внимание или нет. Но вот это основная задача, я говорила еще до карт, не заниматься, может быть, всем подряд. Вас ведь могут призывать, вы люди надежные. И кто-то может поручить вам тот проект, к примеру, который тупиковый. Так зачем вам туда тратить свою силу? Вот не случайно. И карты где-то подтверждают планетарные вот эти советы, когда чем я буду заниматься, чем нет. Так вот, может быть, в эту гору я и не пойду. И время тратить я не буду, чтобы искать там какие-то обходные пути. Карта не говорит, что вы этих путей не найдете. Нет, тут можно найти как раз. Но вполне вероятно, вы должны хорошо понимать, что это вам нужно. Что может быть какое-то дело, которое ведет к исполнению цели. Вам придется, тем не менее, обходным путем как-то делать. Ну, я имею в виду сменить методы или скорректировать собственные планы. Но кто-то и откажется, скажет, что а ведь на самом деле какая-то ситуация в моей жизни повторяется многократно. И просто мне в этом направлении не нужно идти. Даже не нужно тратить туда силы, время, ну или строить себе какие-то надежды. И вот препятствие, оно, тем не менее, это не есть как стоп какой-то или окончание, а это время проанализировать, а надо ли вообще в этом участвовать или этим заниматься. Третий знак судьбы, мои дорогие, любовь. Ну что ты тут скажешь? Может быть, у кого-то временные препятствия, да? Если это в отношениях, может быть, отношения на расстоянии, может быть, и ваши любимые, родственники. Хотя, ну вот эти две карты, они ни разу не про родственников, а именно любовь, личная жизнь. Это как знаки судьбы. Может быть, настало время навести порядок в личной жизни, мои дорогие, и понимать, какие есть препятствия, что оно преодолимо вот в октябре. Может быть, взять какой-то курс на более длительную дистанцию, а может быть, от чего-то вы будете отказываться. Порядок в своей жизни вы наводите. Это правда. Ну вот интересно, какие энергии идут в вашу жизнь? Луна. Ну, я должна сказать, по Луне это, конечно, тысячи неопределенности, но со знаком плюс это эмпатия, искренность. Это когда двое понимают друг друга без слов. В вопросах семьи это тепло домашнего очага, это наши близкие. Но если мы какие-то другие темы будем рассматривать, а что идет нового, да, какие энергии, точнее, пытаются войти в вашу жизнь, когда есть какая-то путаница, неопределенность. И вы знаете, наверное, в течение октября некоторые вопросы, ну, вряд ли вы сможете вынести однозначные вердикты. Поэтому куда-то не торопитесь и не пытайтесь что-то довести до совершенства. Ведь всегда аркан Луна говорит, выглянет солнце, и все встанет на свои места. Это не значит, что мы просто ждем. Ну, наоборот, мы продумываем свое участие. Мы исследуем где-то непознанное или неизвестную землю без карты. Поэтому искусство мелких шагов. Более того, будьте внимательны, потому что, когда выпадает аркан Луна, я всегда говорю, остерегайтесь толпы. Будь то эта толпа на улице или в каких-то внешних вот условиях, да, мы можем подумать, подумаешь, толпа. Я в толпе, ничего страшного. Поверьте, это вы просто не знаете на самом деле, когда мы оказываемся в этой толпе. Мы собой не управляем. Поэтому где-то, ну, немножко сам по себе или сама по себе. Это вас буквально бережет. Может быть, карта говорит еще однозначно, знаете, как на предмет работы или какого-то коллектива, каких-то договоренностей. Может быть, тут тоже не торопитесь, опять же, кому-то сказать однозначно «да» или «нет». Тут
явно чего-то вы можете не видеть, Луна. Но и если на работе, правда, такое тоже бывает. Это вас как будто пытаются на две части разорвать. Ну, я условно, конечно, говорю, надеюсь, вы меня понимаете. Но чтобы быть правильно понятой, бывают какие-то коалиции у нас в коллективе. Один за руководителя, другой против. Вот вам ни к тем, ни к другим. Вам вот именно сами по себе так стабильней, так надежней. И слушайте свою интуицию. Вот интуиция – это ваше все. И правда, в октябре и в ноябре еще это продолжится. Будут такие ситуации, задачи, когда умом это не понять. Не попадает это под какую-то логику. А альтернативный вариант, то, что интуиция, то, что подсознание, интеллект, вот тут вам подсказывает правильные шаги, как минимум на пару шагов вперед. Вот поэтому прислушивайтесь, доверяйте себе. Поэтому и спешить куда-то не нужно. Потому что если мы говорим искусство мелких шагов, но это точно не на ходу, не наспех или не в торопях. Что же нового идет в вашу жизнь, мои дорогие девы, на ваш порог? Ух, вот это да. Для кого-то из вас, мои дорогие девочки, беременность. Ну, понятно, перекладывайте сообразно возрасту и вашим задачам, потому что выпадает все-таки у нас женская карта. И когда особенно Луна и императрица, или какой-то вопрос, связанный с детьми, может быть, даже в вашей паре, да, может быть, дети, которые подросшие дети, а для кого-то из вас рождение нового творческого проекта, всегда рождение новое. Или это как символ нового «я», мои дорогие. Для кого даже не стоит ничего подобного, да, всегда карта императрицы говорит о возможностях, безусловно. И императрица плодовита не только буквально, а на новое творчество, на новое вдохновение, на какой-то проект, который может вполне для вас стать как символом популярности, известности или хорошим источником дохода. Поэтому тут вот по-разному. Да, императрица – великий дипломат. Вот, мои дорогие мужчины, то есть вы все равно перекладываете эти общие моменты на себя, потому что, скорее всего, карта говорит, чтобы себе не навредить, может быть, иногда и придется побыть в каком-то нейтральном положении, подумать перед тем, как потратить деньги, с кем-то быть лояльней и учиться договариваться. По Луне это эмпатия, и это нам тоже будет где-то помогать. Мы же еще пока не видим. Посмотрите, у вас два старших аркана. А всегда старшие арканы, повторюсь, это внешние события. Или то, что нам приносят люди, то, что они нам говорят. Проанализировать определенно стоит. Но не значит с первой какой-то услышанной новости сразу включаться в процесс. Опять же, императрица себя бережет. Берегите себя. Она заботится и об имидже, она заботится о собственном здоровье. И это вне зависимости от пола, будем говорить, мы смотрим энергетику карты. Это для вас, мои дорогие девы, очень важно. Ваши, по сути дела, ресурсы, ваше время, ваши таланты. Здесь нужно очень как-то правильно, ну, для себя прочувствовать эту конфигурацию, во что, с кем вы будете прикладывать собственные усилия или что-то продолжать. Потому что здесь не должно быть в пустоту. Не о пустоте, аркан императрица. Что же будет продолжаться, давайте узнаем. Сомнения могут быть. Ну вот, кстати, я только говорила о здоровье, об имидже, и согласитесь, имидж, здоровье очень часто увязаны воедино. От того, какое наше здоровье, в каком состоянии, от этого зависит внешний вид. Ну, знаете, встречают, говорят, по одежке, понятно, провожают по уму, но встречают-то все-таки по внешнему виду. Так устроен человек, что первое впечатление, оно самое яркое. Может быть, кто-то из вас этот имидж будет менять, но есть еще и такой момент по здоровью, девятка мечей, о бессоннице говорит. Поэтому у кого есть такой недуг, нужно подумать, что с этим делать, потому что уставшие люди делают ошибки. Понятно, если мы там полночи думаем о чем-то, а утро вечера мудренее, мы там за ночь ничего такого сверхъестественного, нужного явно не тоже себе не наметим. Ведь это в первую очередь карта искаженного восприятия, понимаете? И это все то, что я говорила до карт. Куда-то, может быть, не нужно себя торопить,
отдать себе просто отдых. Иначе, если вы не уделите внимания, это где-то все то, что я говорила и по аркану императрица. Если вы себя словно загоните, понимаете, от темпа, от ритма, или когда вы там себе «я должен, должна, мне нужно вот это сделать», вот если вы так себе будете постоянно говорить, то, правда, есть риск растерять вот эти силы. И тогда и будет и искаженное восприятие, будет и бессонница, и все остальное. Нет как таковых помех, понимаете? Но от правильного распределения сил зависит ваш успех. Успех ваших планов, ваш прогресс. Энергия любви, сфера отношений. Тройка чаш, будет праздник какой-то, правда. Хотя, конечно, я должна признать, это иногда карта говорит о том, что мы должны сделать выбор. Увы, тройка чаш иногда говорит о любовном треугольнике. И, может быть, вверху луна– это когда вам придется принимать именно в личной жизни какое-то важное решение. Но возможность есть принять это решение. Может быть, какая-то история уже тянется очень давно. Знаете, как любовь идет под разными флагами, и мы никогда не знаем, когда вот это чувство нас настигнет. И даже иногда бывает, что мы в паре. Иногда в паре уже десятилетиями. А кто-то влюбился. Ну, вот не спросила, любовь приходить или нет. И это на самом деле очень сложная задача. Сердце просит одного, душа требует быть с тем человеком, которого ты любишь, особенно когда есть взаимная любовь. А с другой стороны, есть какие-то обязанности. Но, видимо, вам и в этом тогда нужно навести порядок. Без интеллекта, наверное, не обойтись, да, туз мечей. Ну, это я так, туз пик. Это действительно вот та история, в которой надо разобраться. Ладно, сфера денег, финансы. Туз жезлов, тут тоже какие-то важные решения или решиться на что-то, потому что туз жезлов делит нашу жизнь, ну так, невидимым образом на период до и после. Что-то не может быть продолжено, или вы сами от чего-то отказываетесь. Здесь может быть и новость, мои дорогие. Может быть у кого-то и предложение. Все-таки на дела, работу, бизнес и финансы туз жезлов – это какое-то, если даже ваше решение, то это судьбоносное что-то, очень важное. А если вы слышите какую-то новость, значит, это тоже нужно принять во внимание. По императрице, правда, это какой-то новый жизненный этап. Вы практически одной ногой в моменте перехода. И поэтому, может быть, и правда стоит куда-то не гнать, не быть в каком-то шаблоне, а избавиться от лишнего, расчистить, отпустить и тем самым испытать облегчение. Давайте посмотрим третья сфера. Это ваше достижение, работа, отшельник. Это тот, который философ, мудрец, который никому ничего не доказывает. С одной стороны, это независимый человек. И независимость это вовсе не от того, что где-то тут с гордостью это сопряжено. Или когда наоборот, вот эти самые доказательства мы пытаемся там до последнего что-то кому-то разъяснять, прояснять. Нет, мы просто это оставляем и понимаем, что, скорее всего, это бесполезно. Отшельник– это тот, который идет именно своим путем. И не, знаете, это как поговорка есть, собака лает, караван идет. Вот это где-то про отшельника. Никто не мешает ему. Потому что эта независимость, она внутренняя, как врожденная. Есть те вопросы, темы, которыми я даже на это не обращаю внимания. То есть это какое-то полное равнодушие к некоторым моментам. Но именно к тем, которые для него не важны. Может быть, вам и придется быть тем мудрецом, как третейским судьей, чтобы разобрать, решить какую-то тему, вопрос по части работы. Мы с вами тоже говорили. Отчасти это будет где-то дуплет вот этот, императрица и туза жезлов. Нужно либо решить, либо на что-то одновременно решиться. Здесь, конечно, аркан-отшельник опять же говорит, только от ваших мыслей, от ваших решений. И себе тут не надо устраивать самокопание. Вверху девятка мечей. Не нужно устраивать сеанс глубокой философии на мелком месте. Все лежит где-то, практически на ладони. Тут
К душе собственной надо прислушаться, чего она просит, какого жизненного пути, как новый жизненный этап. Мы тоже с вами об этом говорили. Наверное, у вас, мои дорогие девы, вот эта перезагрузка может включать все сферы жизни. И личную, и денежную, и одновременно дальнейшие ваши успехи, какие-то планы. Но помните, все-таки любовь по аркану императрица, она творит чудеса. И где-то и карты подтверждают, причем как и Таро, так и колода Ленорман. В одиночку нам не очень душевно тепло. В одиночку нам не очень радостно, когда нам судьба посылает такого человека, который нас понимает, принимает таким, какой мы или какая мы есть. Для нас всегда это волшебная, ну, как какая-то история, которую нам дарит судьба. Я вижу у вас личная жизнь в центре внимания. А для тех, кто один или одна, выйти из этого одиночества, как будто задача. Мне кажется так. Это будет для вас основное достижение. Что-то, ну, может быть, расширить диапазон общения, позволить новым людям войти в вашу жизнь. И жизнь заиграет новыми красками. Это для вас будет как само по себе достижение. Это вот именно все краски мира. Ну и тогда вам возможность определенно даст судьба. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние комментарии. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.